Всем доброго вечера. Итак, друзья мои, хочу обсудить с вами очень важную тему, до которой никак руки не доходили, потому что, ну, особенно последние годы, много очень всего произошло, и работ было очень много. Ну вот, сегодня хочу с вами немного поговорить, даже не немного, а очень даже много и очень подробно. Нечисть. Давайте с вами разберемся сначала. Нечисть и нежить – это совершенно разные понятия. Нежить – это то, что не относится к живому миру, к миру живых. То есть это духовные создания. Это создание, то есть к этим созданиям относятся духи, души людей ушедших, призраки, привидения. Чтобы вы понимали, я уже об этом говорила, еще раз скажу, что привидения и призраки – это неупокоенные души, как правило, и они привязаны к данному месту. То есть призраки, привидения, которые пугают людей в каком-то там отеле или в каком-то заброшенном особняке, он не может пугать их никак в их доме. Он за ними не пойдет. Это призраки. Или, привидения могут быть различные, привидения могут и дома быть, но в основном призрак, который привиделся, да, который стал привидением и который пугает, его немного неправильно называть. Это есть призрак на самом деле, но его называют привидением. Привидение какого-то знаменитого замка, привидение какого-то там старого дома, привидение какого-то исторического отеля. Это призрак. То есть это привязанный там, как правило, неупокоенная душа. Как правило, душа человека, который ушел в мучениях и чаще всего не своей смертью. Но относится ли он к нечисти? Относится он и к нечисти, и к нежити. Потому что нежить, еще раз говорю, это те создания, те сущности, которые, тот разум, да, они разумные, которые относятся к миру неживых, то есть, если точнее, не относятся к миру живых. А нечисть – это духи, которые нечистоплотные, нечистые на руку, нехорошие, злые. То есть это злые силы, которые не приходят с чистыми, с хорошими намерениями. Слово «чистый», «истый», «чистота» в древние времена эти слова, особенно в славянской культуре, использовались как обозначение чего-то хорошего, доброго, светлого, невинного, чисто. А нечистый, наоборот, то есть это антипод чистого, хорошего, светлого, доброго. Антипод – это злой, грязный и так далее. Вот так этих сущностей, этих созданий так и называли, собственно говоря. Неопрятные, грязнули, грязные духи и прочее. Итак, приходит время, вот неряхи их называли, сейчас вспомните, о ком речь, если кто знает, да? Бабалыхи, чертяки, черные, которые в нашей культуре, в наше время, которые называются чертями, то есть черт. Давайте разберемся все-таки, черти это или кто это. Некоторым людям кажется, что до христианства жизни не существовало. Это совершенно не так. И понятие нежить, нечисть пришло не с христианством. Это было намного раньше, до принятия христианства, вообще до понимания, что такое христианство. Точно так же
черти, нежить, нечисть и прочее были в обиходе задолго до принятия христианства. Но почему этих духов называют чертями? На самом деле, изначально их название, которое мало известно и мало кто услышал, и мало кто называет их так, это анчутки. Анчутки в разных культурах по-разному называются. Например, у армян их называют чарк, качк. Это болотные духи. Изначально болотные духи, они обитают и в болотах, и в банях могут поселиться, значит, они обитают и в поле, и они обитают и под камнями. Но изначально они считаются болотными духами, потому что они рождаются, значит, на болотах, и оттуда выходят в разные направления, да, уходят в разных местах селятся. И в местах человеческого обитания в том числе. Когда приняли христианство, то все духи дохристианские, все понятия, все силы, все сущности, которые были до христианства у народов мира, они объявились вне закона. То есть их объявили вне закона. Почему говорю сейчас про христианство, не про ислам? Потому что в исламе все-таки джинны. Но джинны и черти – это совершенно разные понятия. Многие их путают даже богословы, их одинаково обозначают, их вместе все. Это собирательный образ всех дорелигиозных, до религии принятия, да, духов, сил, которые покровительствовали человеку или вредили. И те были, естественно. Например, в моем детстве их называли сатана. Прям название, народное название сатаны. Вот черти. Сатаны. То есть во множественном числе, хотя, по сути, если так подумать, сатана – это сила во Вселенной в едином понимании, да, он един. То есть нету сатанов несколько. Но в народном названии их называли чертей, называли сатаны. Именно почему, теперь скажу, почему их чертями начали называть. Смотрите, приходит христианство, и все эти домовые, дворовые, банщики, духи полей, духи рек, водяные, русалки, мавки, лесные хозяюшки, это лесные духи, болотные духи, потом уже кладбища появились и кладбищенские духи и так далее. Все эти духи, огромное количество духов, было объявлено бесами, то есть не хорошей силой, злой силой. Можете мою лекцию открыть «Древо бесов» и посмотреть, кто такие бесы на самом деле. Вот их объявляют бесами. Их объявляют нечистью, нечистыми духами, нехорошими. Опять же, пользуясь славянской терминологией, нечистые, нехорошие, недобрые духи. Далее. Сюда входят все духи. Все, которые в доме живут, от всех святой водой брызгаются, начитывают, защиты ставят, кресты чертят и так далее. Хотя это особо не помогает. Может на время помочь, не потому, что это могущественно, а потому что они так созданы, что человек, если сейчас мы к этому вернемся, если человек обращается к определенной силе, они обязаны отступать. То есть они обязаны уйти, потому что человек себя, то есть вводит под защиту вот этой силы, да, вот этого эгрегора. И они обязаны уйти. По закону Вселенной они не имеют права мучить человека, если человек просит помощи у какой-либо силы, у любой силы. Теперь, поскольку до этого времени существовали черти, их еще называли чертожники. Вот тоже лекцию можете открыть, посмотреть черти, кто они. Это хранители чертогов.
Это духи хранителей чертогов, которые в некотором роде и хранители природы. Некоторая, то есть одна из этих каст чертей, они приходят, чтобы сохранять природу. В то же самое время они приходят и к людям, которых зовут для денег, для благополучия. Это шустрые духи, которые приведут к вам нужных людей, но они такие, они нейтральные, они не любят вас или не любят. То есть у них нет к вам ни ненависти, ни любви, ничего. Если у вас взаимовыгодный союз, они вам с радостью помогут. Могут ли они вредить? Нет. Если их разозлить, именно вот духов, чертогов, чертей, то есть каким-то образом, я даже не знаю, что вы должны делать, попросить что-либо, обмануть их доверие, не сделать. Вот обещали, что бусинки принесете им, или монеты поставить, или мед, и не сделали. Они перестанут вам помогать. Могут где-то, то есть напакостничать, но так вот прям страшно мстить не будут. Вот духов чертогов, их называли черти или чертожники. Теперь анчутки. Анчутки, они неряшливые, неряхи их называют. Анчутки черные, чумазые, волосатые, неприятные, с копытами, с рожками, потому что они все-таки тоже природные духи, хотя они темная сторона природы, они злые духи. И когда пришло христианство, оно, не разбираясь, всех под одну гребенку. Черти. Вот они все черти. Черный или черный. Их так называли от слова черный. Он темный, черный, неряшливый, грязный, черный. Вот, значит, чертожники, черты, черти, чороны, анчутки и так далее. И вот от этого всего смешения в одну кучу получается черт. То есть анчутки начали называться чертами. Их называют черти. Поскольку веками их называют черти, то, естественно, они начали откликаться на это название, на это слово, да. Их так назвали, переименовали, можно сказать. Уже никто не помнит, кто такой анчутка. А вот кто такой черт, все понимают, сразу вырисовывается перед глазами картина того самого рогатого, и то, что он существует в природе, и он является, и часто люди его видят, мы с вами сейчас об этом обсудим. И поскольку, чтобы мы не путались, мы с вами будем называть черти, так и назовем, черт. Черт, анчутка, черт, злой черт, да, злая сила. Просто, чтобы вы не путались, вот те черти или чертожники, тоже с рожками, которые... именно природные, те хранители чертогов, которые приходят к человеку, которые приходят на нашу природу, в наш мир, и они приобретают вот это вот обличие природного духа с рожками, с копытцами и так далее, вот эти вот с пятачками иногда, они показывают свою принадлежность к природе. Они берут, то есть, обличие животного мира, зверя. Ну вот, козел или косуля, извиняюсь, кто еще у нас? Они могут прийти с рожками оленя. Копытца точно так же, лесные духи. Это же парнокопытные в основном, да, или... Нет, не парнокопытные, неправильно сказать. Парнокопытные, это у нас, по-моему, свинья. Хотя и так они приходят, у них и такие копытца могут быть. То есть одна часть чертожников, которые приходят на зов человека, они выглядят именно так, с рожками, копытцами, веселые, такие смешные, шустрые, необычные, яркие, могут быть там с какими-то наряженные в какие-то бусинки и так далее. Это те самые чертожники, это те самые шустрые духи, которые помогают купцам в торговле, помогают нам в жизнь привести нужных людей, нужные финансы и так далее. Они выглядят вот таким образом. А другие вот анчутки, которые тоже природные духи, но уже темная сторона природы, они тоже принимают обличие
животных, которые обитают в природе. То есть они точно так же могут явиться с копытами, у них может быть шерсть, у них тоже могут быть рожки и так далее. Но они зловеще выглядят. И это зло, это злые духи. Но эти злые духи тоже выполняют определенную функцию. Они просто так не приходят в жизнь человека, потому что им так захотелось. Если род проклят, если род занимается нехорошими делами. Вот смотрите, кому являются черти? Вообще встреча с чертом, либо, то есть если человек увидел черта, у него либо будет очень много несчастья в это время, вот за последние, то есть последующие годы, 10, 20, может, и всю жизнь. Или наоборот, он может увидеть черта, очень сильно испугаться и поменять свою жизнь. Просто так, вот сейчас я буду вам говорить, вот рассказы различные, и вы поймете, в какое время они являются, как защитить себя, свою семью от них. И если такая встреча состоялась, как сделать выводы и как понять, к чему они, почему они явились. Те самые анчутки, черти-анчутки. Давайте вот так разделим, чтобы вы поняли, о чем речь. Потому что у нас есть ритуалы, призыв чертиков, у нас есть день чертей и так далее. И чтобы вы умели отделять, что есть черти, которые именно духи чертогов, помогающие, знающие, где есть деньги, где есть богатство, благополучие, а есть анчутки, которых по ошибке назвали чертями. Но вот это название к ним прилепилось уже, прикрепилось, и все, ничего не сделаешь. Теперь они остаются как черти. Всегда так бывало, понимаете, испокон веков, когда одно понятие путают с другим или все это перемешивает, а потом очень сложно отделить и объяснить людям, что на самом деле изначально чертями называли только духов чертогов, хранителей чертогов. А потом это понятие перемешало христианство. И теперь для того, чтобы человеку объяснить, как он выглядел, легче сказать черт, да, пришел черт или черта увидел, чем сказать анчутку увидела, вот и полчаса объяснять, кто он такой и почему его чертом назвали. Есть века, есть годы, когда они особенно активны. Есть годы, когда они пассивны. Поэтому, например, какое-то поколение очень часто встречает их, и много рассказов. Какое-то поколение меньше. И то поколение, которое встречает их меньше, они говорят, что это все выдумки, бабушкины сказки, ну, ерунда какая-то, какой там черт, какие черти, о чем. А вот временами, даже в некоторых регионах, я бы сказала, они начинают активизироваться. Знаете, когда? Во время войн, перед войной, после войны. Каждая война, почему в древние времена после войны 7 лет нужно было держать траур? Люди, конечно, женились, рождались дети, но все делалось очень скромно. Могли прийти несколько человек, например, родственники, да, старшие в роду, там сесть, выпить за упокой их душ, за память. Ну, один раз пожелать там молодым счастья, взять свою сноху и тихо, мирно привезти домой. Без свадьбы, без ничего. Считалось, что 7 лет мертвые ходят по земле и заглядывают в глаза живым. И посмотреть, они их помнят или уже забыли и радуются. Если они забыли и радуются, они мстят. И если живые забывают о мертвых, о подвигах мертвых, то мертвые могут стать неупокоенными, остаться на этой земле и мстить им. Вот так считали и древние, и правильно считали. И поэтому, когда вот начинают спихивать эти войны, во-первых, очень много молодых умирает. Многие умирают в мучениях и в плену, и как только, и от ранений, да. Это же не простая легкая смерть. И кроме всего прочего, природа. Они природные духи, они обитают на природе. А что приносит война? Война взрывы приносит. Люди убегают из домов, они остаются на улицах, они остаются в лесах. Война приносит страдания, да, отравляется среда обитания человека и не только. И мы, по сути, тревожим этих анчуток, мы тревожим их дома, тревожим их логово, мы их выгоняем оттуда своим вторжением.
И вот в эти годы особенно часто, опять, вот это депрессивные годы для народов, стран и так далее, активизируются вот эти злые темные духи. И они являются. Самое интересное, что они могут принять обличие человека. И настолько ощутимо, что даже можно прикоснуться до них. То есть они хоть и духовные существа создания, но они могут принять обличие, то есть они могут материализоваться. Даже были такие рассказы, как черта убили, в каком-то селе закопали, на следующий день увидели, что там от костей кости какие-то стали непонятно, начали просто рассыпаться прям. То есть сначала тело превратилось в кости, а потом кости начали рассыпаться на глазах. То есть так быстро не уходит, да, не разлагается тело. Что у него не было крови даже и так далее. То есть они могут принять физическое обличие, а потом это обличие оставить и уйти. Они, конечно, не умирают, но это обличие убить возможно. Теперь, смотрите. Почему следует всегда читать обереги, особенно ночью, когда вы выходите? Потому что человек, который начитал на себя оберег, большая вероятность, что даже если встретит он анчутку, черта анчутку, скажем так, даже если встретит, он останется в живых. Они заманивают. Они не кинутся вас убивать, душить или бить. Но сейчас вот по моим рассказам вы поймете, как они обманывают и почему человек, который, например, повесился или утопился, чаще всего был обманом туда, то есть приглашен, да, его заманили туда. Почему анчутки заманивают людей в леса? Они могут голосом ваших близких, родных людей начать разговаривать, там, звать вас, мяукать или жалобно скулить, как щенок, чтобы вы начали по следу идти, и потом окажетесь посреди болота и прочее. Много таких случаев, когда люди умирали, и они могут и аварии создавать на дорогах и так далее. Есть определенные законы, которые не стоит нарушать, если вы не хотите попасться в их лапы. И они случайно не приходят. Им разрешается. Вот как есть определенные законы, ну, все наши законы, вся наша жизненная деятельность, то есть вся наша жизнедеятельность, она взята из потустороннего мира, законов потустороннего мира. Ничего нового мы не придумали. Вот смотрите, вы идете по улице, да? Ну, не знаю, разделись. Вот пришла там такая бредовая идея в голову, вы разделись. Что сделают люди? Позвонят в полицию, в скорую. Вас увезут. То есть вы нарушили что-то, вы нарушили общественный порядок. Но вы кинетесь на кого-то на улице. Точно так же вызовут, вас заберут. Вы нарушили, последовало наказание. Вот то же самое, просто в невидимом, потустороннем, тонком мире, если вы что-либо нарушили, последует наказание. То есть вы защищены от этих сил до того времени, пока вы не нарушили нечто. Если вы это нарушили, им дадут возможность до вас добраться. И теперь вы должны будете думать, как от них отделаться. Естественно, с такими силами борются только сильные практики, потому что это непросто с ними договариваться, их попросить уйти. Они могут поселиться в доме, являться в доме. Сейчас мы с вами об этом поговорим. Значит, первое. Почему люди, которые рассказывают, говорят, что как только, например, мусульмане, вот идет человек, увидел там красивую девушку, та заманила его куда-то. Пойдем, ночь на дворе, пойдем, останешься у меня, чаю попьешь, вот я здесь живу. И он идет, и не может понять, куда. И пошел он, значит, сел за стол, она угостила, принесла ему поесть, попить. Все красиво, тепло, красивая обстановка. И она просто настолько красивая, как божество. И он не может глаза отвести. Это рассказывал мой знакомый человек. Он пошел, в общем, ночью, заблудился.
шел через лес к себе домой и начал идти по другим дорогам. В общем, не понял, как он в этом лесу, который ему знакомо, заблудился. В России, вот недалеко от Тулы. Заблудился он там. И выходит женщина и говорит: молодой человек, а что вы тут? Он: да вот, вы знаете, я домой шел, я не могу понять, вроде дорога знакомая, иду опять, поворачиваю снова сюда, не могу понять. Ну, вы знаете, ночь, все-таки здесь волки водятся, что вы тут? Пойдемте, переночуйте, утром пойдете. Значит, взял телефон, звонить. Гудки идут, никто не берет, не может понять, что происходит. Думает, может быть, пошли меня искать и забыли телефон, ладно, чуть позже скажу. И она его повела за собой. И он пошел. Такой дом, русская изба. Он говорит: я даже удивился, думаю, никогда я не видел здесь такую красоту. Пойдемте, мы это недавно построили, не удивляйтесь, как будто мысли читает. Недавно построили, мы здесь хотим с мужем сделать тут коттедж, еще что-то. Он сейчас подойдет, пойдемте. Вот она его заманила туда. Когда она сказала с мужем и так далее, он расслабился, мол, ну как бы неудобно, здесь женщина молодая. А тут с мужем, ну значит муж сейчас подойдет. Посадила, она его угостила, все. И он, когда взял еду, он по привычке своей, потому что из религиозной семьи, он сказал там: «Бисмиллах, Аллахи, Рахим». И вот все исчезло. И он увидел, что старая какая-то изба, разваленная, уже еле дышит, какая-то нечистоты, в общем, на столе, распотрошенные какие-то кишки, что-то там такое, камень у него в руке. И... ну, то есть никого нет. Старая разваленная изба. Он был в ужасе, выскочил оттуда и на одном просто дыхании побежал. Начал молиться всю дорогу, добежал до дома. Теперь объясняю вам. Дело не в силе молитв. Дело в том, что эти духи, у них есть такой закон. Если человек обращается к какой-либо силе, они уже над ним не подвластны. Они не имеют права ему ничего делать. Но пока человек поймет, осознает, пока до человека дойдет, что его обманывают, что это иллюзия, что на самом деле это не существует, человек может погибнуть. И много таких случаев, когда человек упал в колодец, например, и люди не могут понять. Были случаи, когда успевали, вытаскивали, когда он там что-то махал этим, ну, чем-нибудь, дубинкой, я не знаю, палкой махал, отмахивался, бежал к колодцу. Его успевали поймать. Его схватили, перетащили оттуда, и он сказал, что бежал за чертом, что черт там его заманивал, как будто бы в руках его дочку держал, и бежал. И он за ним. И он чуть не упал, не сиганул в колодец. Если бы он утонул, естественно, люди бы не поняли, что произошло. Тем более человек пьющий. Вот это еще ключевая. Пьющий. К пьющим людям часто приходит слово «допился до чертиков». Это не просто так сказано. Нарушаешь ты вселенский закон, заповедь. Много пьющий человек. Человек запойный, человек, который продавал самогон, понимая, что он разрушает семьи, человек, который открывал казино. Вот он нарушает эти вселенские законы и тем самым дает возможность чертам или анчуткам, как хотите, прийти в его жизнь темным, злым духом. Следующее. Значит, первое. Если вы почувствовали, что что-то не так, обращайтесь к любой силе, которая вам близка. Хотите мусульманскую молитву, читайте, если вы там верующий человек и ну, религиозный человек. Если вы верующий христианин, читайте христианскую молитву. Если вы язычник, обращайтесь к богам и говорите. Есть вот такие выражения. Я потом обещаю вам дать вот этот заговор, который вам поможет при таких случаях или перед этим сказать, или в такое время, когда вы чувствуете, что что-то не то, вот сердце неспокойно, какая-то тревога внутри. Ну, я вам дам этот заговор полностью. Пока что скажу пару слов, которые вы запомните все-таки, да? Боги, придите на помощь, откройте глаза, покажите истину и спасите. И тут же все исчезнет.
Дальше. Вот, значит, звание, вот это слово, когда вы все время чертыхаетесь, когда говорим, что это нехорошо. У меня тоже есть такая привычка, но я борюсь с этим. Это очень сложно, это на генетическом уровне. Да черт его знает, черт бы его побрал, черт и так далее. Мужик очень сильно упал, ударился. Лицом ударился и настолько сильно, что не мог встать. Голова кружится, и он крикнул: ну, черт, а! Что ж я не могу встать-то? И тут голос за спиной: тебе помочь? Он говорит: помоги, если сможешь. Тот его схватил, поставил на ноги. Идут, а он не смотрит в лицо собеседника, не может повернуться, лицо болит, все болит, ужасно ударился. Он его ведет, значит, повел к калитке. Ну все, говорит, иди. Он дверь открывает, поворачивается, чтобы, ну, человека или пригласить, или спасибо сказать. Смотрит, а перед ним черт, тот самый классический черт, который вы знаете, к которому вы привыкли. С копытами, шерстью, да, с рогами, жутким лицом. Он стоит на него, смотрит. И тот, конечно, от страха окаменел, и он говорит: а что ты так удивляешь? Ты же сам позвал меня на помощь. Вот я пришел. И исчез. Теперь, если вы увидели черта, это либо к беде, либо о чем-то вас предупреждают. Предупреждают, если вы живете неправильной жизнью. В 90-е годы часто чертей видели наши бандиты. Многие из них рассказывали, что они видели их, что там ехали, например, убили человека в лесу, закопали. А много таких случаев, много пропавших людей, которых вы никогда не найдете, к сожалению. Вот они это сделали, с другом уже едут по дороге, и перед ним прям пробегает вот огромного роста, наверное, 3 метра, как он сказал, огромного роста, нечто ужасное. Они сначала подумали, что лось. Значит, тормознулись, чтобы он не ударился об них, а он прям чуть не задел их. И пробежал, и повернулся, значит, остановился, повернулся, посмотрел на них, черт. Огромный, высокий, рогатый, то есть такой жуткий. И назвал имя одного из них: Витя, ты доиграешься, сказал он ему, и пошел в лес. И его трясло, он был в ужасном состоянии. Он даже с другом поделился, что хочет уйти из этой банды. Но тот говорит: ты же понимаешь, что ты никуда не уйдешь. Ну, одним словом, Витя действительно доигрался. У него семья сгорела после этого в пожаре. И он понял, за что он это получил. Он ушел в монастырь. Некоторое время там жил послушником. Потом вышел. Значит, получил новую профессию. Сейчас занимается, кожаные эти изделия делает. Не буду называть его имя. Он известный человек. Он уже, конечно, ему уже 60 почти лет. И вот так вот черт пришел к нему. То есть он следил за ним. Он видел, что он творит. Он просто пришел и сказал: доиграешься. Понимаете? Вот. Явился к несчастью. Но давайте будем честны. Он не явился к человеку хорошему, доброму, который благотворительностью занимается. Он явился к убийце. Понимаете? То есть убийца явился. Он к нему пришел. Предупредить ему и сказать, чтобы он остановился, что дальше нельзя этого делать. Вот я к чему вас веду. Что если он встречается с человеком обычным, ну, дети могут увидеть. Я знаю, что Артур, наверное, будет не рад, что я рассказываю. Ну, ничего не скажет особо. Ну, я знаю, что он не любит, когда я некоторые вещи открываю. Все же я расскажу вам. Ему было по 12-13 лет. На велосипеде или на мотоцикле. Они ехали на мотоцикле. На нескольких, по-моему, насколько я поняла, несколько ребят. Ехали купаться на Волгу. И возле леса, проезжая, значит, дорогу, из леса выбежал черт и побежал перед ними. Они все это видели. Ну, там человек 7-8, наверное.
Они все это видели, а тот парень, который впереди был, перед которым он пробежал, он онемел, он недели 2 не мог разговаривать. Вот недели 2 у него, он не мог отойти от шока. И я вам честно скажу, потом у многих из них, вообще у всех, в ближайшие годы были большие проблемы в семьях. Там у кого-то брата посадили, чья-то мать умерла, один из этих парней сам погиб. То есть он просто так не проходит. Много рассказов, когда ночной автобус, когда люди едут по ночным трассам. И просто сидят, вот смотрят в окно, там, ночной пейзаж, любуются, убаюкивают себя, чтобы уснуть. И попадаются им на глаза внезапно, знаете, дерево, там, деревья, лес, поле, деревья, поле и черт. И дальше. И он не может... Что? Черт? Поворачивается, он действительно черт стоял, ждал, пока автобус проедет, чтобы перейти дорогу. Далее. Смотрите. В пьяном состоянии ночью нельзя никуда выходить. Нехорошо это. Обязательно встретитесь с какой-нибудь нечистью. Это всегда так. В пьяном состоянии. Я не говорю даже за рулем, это вообще молчу. А вообще в пьяном состоянии ехать куда-либо. Даже на такси. Сесть, поехать. Ну, некоторые скажут, ну, с бара домой. Это другое. Вы поехали вместе, вернулись домой и так далее. Но когда человек вот за приключениями тянется, куда-то поедем выпьем, куда-нибудь еще поедем, покатаемся по городу, поедем на Луну смотреть ночью и так далее. Ночь – это их время. Они могут и днем проявиться, на самом деле. Но ночь – это их время, и ночью лучше избегать выхода, если нет такой острой необходимости. У нас всегда бабушка клала нам под куртку там кусочек хлеба и нашептывала, чтобы была охрана, защита, когда родители ночью там с гостей возвращались, мы были маленькие, и нам что-то обязательно начитывали. Теперь хочу вам сказать, что в детстве у нас бывали такие моменты в детстве, я до сих пор помню, потому что это очень яркие воспоминания. Собака выла несколько дней, не только наши, вообще собаки вокруг выли. И обязательно у всех там было и в детстве, и не только в детстве, такой случай, когда в селе особенно собаки начинают лаять. Прям поднимают такой жуткий лай. А никого нету. Никого нет вообще. И, то есть, пусто, вообще улица вся пуста, а собаки лают, ужасно, жутко лают. И обязательно этой ночью кто-то умрет. Будут сны. Причем сны снятся, такие тревожные сны всем жителям села. Знаете, начинают друг другу рассказывать. Вот мне приснилось вот это, представляешь? Что еще? Какая-нибудь катастрофа случится в ближайшее время. Постучаться в ворота, в двери, в окна. Это часто бывает в селениях. И вот эти дни у меня бабушка моя называла нечисть придет в село. Она говорила, никуда не ходите этой ночью, значит, в гости не ходите, оставайтесь дома, закрывайтесь и не выходите ночью на улицу. То есть нам давала вот такой наказ и говорила, что нельзя, потому что нечисть придет. Ночью, в эти дни нечисть будет ходить по селу. Люди боялись этого. Было много рассказов, когда ночью просыпались от крика ребенка, никого нет дома, и матери брали топор и начинали размахивать по дому, ходить от своего страха, потому что кого-то видели. Таких рассказов очень много, и это не средневековье какое-то. Знаете, чем старше человек становится, тем больше он понимает, что в этом мире есть нечто. Очень глупо думать, что в это верят в молодые годы, а, мол, постарше люди, они уже по-другому. Нет. Наоборот, в молодые годы ко всему этому относишься беспечно. В молодые годы легче и боль перенести, и потери перенести, и переезд перенести. Чем старше человек, тем тяжелее ему это все дается, потому что он становится мудрее. Так вот, в молодые годы как раз в это все не верят.
Или считают, что, ну, как бы, может, мне показалось, не верят даже самим себе. А когда ты становишься постарше, анализируешь многие ситуации, ты приходишь к выводу, что потусторонний мир существует, и очень многое, что в твоей жизни случилось, как будто бы заранее знали, подготовили, знаете, постелили соломку, заранее подстраховали тебя, чтобы ты не погибла. Теперь вернемся к рассказу. Эти рассказы похожи между собой. Их можно встретить и в интернете, можно где-то почитать. Есть рассказы людей, которые вот чем-то схожи. Ну, например, есть такой рассказ, когда мужик допился до того, что вся семья его оставила и ушла. И приходит, значит, чертиха к нему. Он открывает глаза, а там сидит чертиха. С длинной косой такая сидит напротив и говорит: ну что, говорит, мужик, допился? Отвлеклась немного на собак. Так вот, продолжим. Вот допился мужик. Все ушли от него. Он уже никому не нужный. И открывает глаза, и чертиха сидит напротив. И говорит: ну что, все тебя бросили, а я вот пришла помогать. И он такой: а чем ты мне поможешь? А пойдем искупаемся, я тебе водочки налью. Он как услышал слово водочка, естественно, сразу же: пойдем. И он говорит: подожди, ты сначала возьми меня на руки и неси меня, куда я тебе скажу. Ну вот он взял ее на руки, и она ему закидывает такую веревку на шею. И они идут. Идут, и местный батюшка увидел, что идет мужик. Окликнул его и говорит, мол, куда ты? Да я иду со своей подружкой купаться. И он ему говорит: иди сюда. Иди, я тебе налью стопку, потом пойдешь. Он порадовался, пошел. Ну, батюшка это снял с его шеи. Он просыпается и говорит: а где, говорит, моя подружка? Какая подружка? Ну, чертиха, мы с чертихой купаться шли. Он говорит: дурак ты не купаться шел, ты камень нес. И камень привязал к своей шее. Ты топиться шел. Понимаете? После этого он одумался и очень многое поменял в своей жизни. Вот для чего она явилась. Они тоже выполняют определенные задания. То есть они, хоть и духи зла, но если человек понял, осознал, что он неправильно делает, идет неправильным путем, это тоже определенное предупреждение для этого человека. То есть его бы нашли через некоторое время, он утопился, камень привязал к шее, и ведь никто бы не понял, что случилось, правда? Вот видите, какую они иллюзию создают, иллюзорный такой мир. У меня была бывшая соседка, которая очень плохо закончила, сейчас где-то ошивается, непонятно, куда она пропала, но это не важно. Она тоже занималась нехорошими делами в свое время. Писала на мужчин заявления, обвиняла их кое в чем. Потом деньги с них получала, чтобы заявление обратно забрать. И в какой-то момент просыпается утром и видит в углу черта. Прям с рожками, с хвостиком. Ну, то есть того самого, да, анчутку, которую мы называем чертами уже давно. И после этого у нее много нехорошего в жизни случилось. Ее наказали за все. Если вы периодически нарушаете законы Вселенной, рано или поздно
этим темным духом позволяется прийти и явиться к вам. И питаться вашей энергией страха. Ну, заодно и наказать, естественно. Подвести вас к итогу, к черте, да, той самой. А как они подводят? Вам создают иллюзию. Вы видите то, чего на самом деле нет. Девушка молодая знакомилась с богатыми мужиками. Они в нее влюблялись. Она была красивая, такая интересная. Влюблялись до смерти. И она с них вытягивала деньги. Потом шантажировала их определенными там съемками. Не все они были свободные. И они откупались большими деньгами от нее. Один мужик даже повесился. Ну, видимо, всерьез влюбился в нее. Не мог пережить такого предательства. И вот после того, как он повесился, как-то в баре она сидит. Не сказать, что она прям очень сильно переживала и что у нее совесть проснулась. Но, видимо, праздновала очередную победу и то, что деньги себе хорошие заработала. Купила себе дом, машину. Нормально жила девушка. Познакомилась она с мужчиной. Очень красивым, интересным. И, значит, поговорили. И он ее приглашает вместе покататься по городу. Она вышла, садится в машину, очень дорогая машина, и уезжает. Ну вот она поняла, что тоже очередной лох попался на крючок, как ей показалось. Он весь очарован ей, там, влюблен, признается в любви и так далее. Некоторое время повстречались, и он ее приглашает к себе. Он приглашает ее к себе в большой такой особняк, богато убранный, ну, очень красивый дом, огромный. Но единственное, что ее настораживало, что этот дом стоял посреди поля, а вокруг никого нету. Лес, дом, речка. И он, видимо, поняв ее тревогу, говорит, что ну, я не люблю суету, я не люблю соседей. Мало ли мне захочется там тусовку устроить с друзьями. Почему должны лишние люди здесь быть, которые это все будут смотреть, видеть? Я это не люблю. Поэтому я специально построил дом, купил участок и вот здесь построил дом себе. Ну, собственно, об этом, то есть они забыли. Были у них домработницы, были у него, которые приносили, уносили, значит, ставили на стол. И он сделал ей предложение. Подарил ей кольцо с огромным крупным бриллиантом. Она была в восторге, на 7-м небе, естественно, от счастья. На следующий день он сказал, что он ее отвезет на работу, и ему надо на пару дней уехать по делам. Давай к концу недели встретимся еще раз и поедем ко мне. Она согласилась. И рассказала своей подружке, что вот такой особняк, такой парень, такой мужик прекрасный, все такое. Она говорит, а где вы там познакомились? Ну, вот в этом баре познакомились. Они, значит, идут в этот бар, садятся, разговаривают. И бармен подходит и говорит, девушка, вы несколько дней назад у нас были, или там несколько недель назад, сейчас точно не помню, вы вели себя очень странно. Она говорит, как я вела странно? Ну, я, говорю, просто не хотела говорить, может быть, у вас проблемы какие-то, может, вам надо к психиатру сходить, ну, или вы, может быть, были выпившие, не знаю, но если вы что-то там принимаете, какие-то запрещенные вещи, не стоит этого делать, это очень страшно. И она не может понять, в чем дело, кто странно, чего, как я вела себя странно. Говорит, вы сами с собой разговаривали. Потом, говорит, вышли из бара и начали идти по дороге. И сигналили, пытались вас остановить, а вы такая веселая, радостная, машете всем. Она говорит, не может такого быть.
Говорит, хотите посмотреть камерой? То есть запись того дня. Они все скачали друг у друга, все эти работники. То есть необычная вещь, они не могли понять. Что... Она смотрит на себя, она сидит, сама с кем-то разговаривает. То есть она жестикулирует, улыбается, смеется, даже чокается стаканами этими, бокалами, выпивает. И потом выходит и действительно идет по улице. И она не поняла, как это. Они с подругой решили поехать в то место, где она была в гостях у этого человека, посмотреть дом. Поехали туда, вышли, поле, ничего нету. Даже намека на дом нет, ничего. Только какие-то пару старых досок, видимо, когда-то какой-то дом там стоял, он уже давно разваленный. Ничего не видно больше. И он начинает звонить ей. Он начинает звонить и опять приглашать. Она с большим трудом от него отделалась. И не могла себе объяснить, почему это все произошло. И последний раз, когда он звонил ей, и она, значит, берет телефон и говорит, оставь меня в покое, я не хочу с тобой не встречаться, ничего. Он оттуда сказал, хорошо ты, говорит, успела, вовремя соскочила. Надеюсь, это тебе стало уроком. Больше не будешь за богатыми мужиками гоняться. И после этого она прекратила это все делать. Не скажу, что она стала хорошим человеком. Такие люди не меняются. Но, по крайней мере, больше вот на такие подлости не шла. Боялась. Не потому, что у нее совесть проснулась, а потому, что боялась. Вот еще раз, видите, является к человеку, который нарушает вселенские законы. А если является вам, и вы считаете, что это незаслуженно, что вы ничего плохого не сделали, значит, что-то хочет сказать и предупредить вас. Значит, у вас в роду может быть что-то не то. Или перед вами, или у вас есть какая-то опасность, или человек, с которым вы встречаетесь, настолько отрицательный, что за ним, как говорят, знаете, черти идут за ним гурьбой. Значит, у него есть что-то такое нехорошее из вашего окружения, близкий вам человек. И вам просто показывают и предупреждают, что от него исходит отрицательная энергетика. Нехороший этот человек, нечистый. И вот и нечистая сила за ним идет. Смотрите, еще такой момент. Человек-гуляка, это где-то в 18 веке. Я не помню, то ли прочитала я это или слышала. 18 век, еще когда вот эти ямщики, кучеры были и так далее. Человек постоянно жестоко обращался со своей семьей, пил, были любовницы, ну, в общем, такой дебошир. Хотя богатый человек, может быть, из-за денег его и терпели. И вот однажды он напился и решил поехать ночью к другу. Поехал к другу, и там напился, и сказал, что он хочет поехать сейчас к своей любовнице или к девкам каким-то. Его пытаются удержать. Нет, ни в какую. Вызовите мне, значит, ямщика, я поеду. Он вышел, и на удивление, значит, друга, этот ямщик очень быстро добрался до этого места, хотя обычно, пока слуга там шел, чтобы его вызвать, это ж не 21 век такси вызывать, пока ему говорил, пока тот, значит, на своем экипаже мчался, уже проходило некоторое время. Ну, тут вот видят экипаж. Красивый такой, добротный. Ну что, барин, давай прокачу. Ну, сел барин и поехал. И тут следом подходит этот другой ямщик, да, подъезжает. И говорит, мол, ну где там барин, кого забрать надо? Он такой, а разве это не ты должен был забрать? Нет. Вот твой слуга сказал только, я сразу же, он сейчас следом за мной на коне, а я вот быстрее домчался. Он говорит, так
Он уже ушел, он уже уехал на другом. И вот этот ямщик, который следом примчался, он как-то почуял неладное. Он говорит, нехорошо это, говорит барин, что кто-то его забрал. Здесь я не знаю своих, кто бы работал, возил людей. Что-то здесь нехорошее, какая-то нечистая сила его забрала. И они сели и за ним. И этот барин сидит, значит, такой, мол, эй, гони быстрее, даю там червонец, больше даю и так далее. Тот, с ветерком вас дамчу, барин, не переживайте. И вдруг смотрит, значит, вниз и видит, что вместо ног у него копыта. Перепугался ужасно, кричит, останови, останови. Тот начал смеяться ехидно, и все исчезло. Все исчезает, и он видит себя посреди болота стоящего. Его уже практически засосало туда. Те успели за ним, и его с большим трудом, там, с веревкой и каким-то там кидали туда бревна. В общем, великим трудом его оттуда вытащили, с этой трясины. Вытащили, привели в чувство, и он сказал, что я теперь понял, почему черт мне явился. Потому что я обижаю свою семью, потому что я неправильно живу. Он домчал его до болота, понимаете? Домчал его до болота, и то есть тем самым показал, что твоя жизнь болотная, она тебя засасывает. И если ты не остановишься, ты просто погибнешь. И по сути, если так подумать хорошо, эти сущности являются тем людям, которые, безнадежны, казалось бы, с точки зрения людей, человечества, общества, что, безнадежный человек, не перевоспитать. Но такие явления, они настолько их поражают, что они перестают пить. Они перестают дебоширить, они перестают вести такой аморальный образ жизни. Они боятся, пугаются. И если, по сути, так подумать, эти силы где-то какую-то функцию спасительную выполняют для людей. Другая история. Это случилось с нашим соседским дедом, когда он еще работал на колхозных полях. Ему выделили какое-то место, для сенокоса. В общем, всем выделяли, чтобы могли сено собрать на зиму корове. Пошел этот мужик косить сено. Косит сено, и вдруг слышит такой жалобный плач там. Мужик, не трогай моих деток. И он не понял, что это за... То есть человек-то не будет там жить. Он подходит, раскрывает и видит, что маленькие такие лохматые существа, как дети, чертенята, как чертики. И какая-то такая, как чертиха, плачет. Не трогай моих деток, мы тут живем. Но он перепугался и решил это поле забросить больше, не косить, оставить их. Пошел, значит, к председателю этому, начал рассказывать, тот говорит, пить надо меньше. Он говорит, я не пил, я действительно... В общем, они там поссорились. Но поскольку человек был нужный, решили, что ладно, и черт с тобой. Раз не хочешь, там какие-то причины придумываешь, возьми другое место для сенокоса. Дали ему другую землю, он больше туда не пошел. И поскольку он рассказал всем односельчанам, и другие туда не пошли и не взяли эту землю. По сути, эта земля осталась такая, как дикое поле. Вот он косит сено вместе с сыном. Сын устал и говорит, мол, я пойду поем и кушать принесу и приду. Пошел домой, видимо, прилег уставший, уснул. И вот так до вечера и спал. Забыл, что надо ему отцу есть отнести туда. Не пошел в поле.
А отец, значит, начал косить, смотрит, никого нету. Начал ругаться, мол, вот сопляк. И тут появляется человек и говорит: ну что, мужик, может тебе помочь покосить тебе сено побыстрее? Он такой: ну, не знаю, если поможешь, если время есть. Да есть время, дай мне эту косу. Взял и начал с ним косить. И он говорит, он косит настолько быстро, что я один раз взмахну, а он, наверное, уже половину поля перекосил. Ну, собрали все это сено, и он сказал там, мол, ну, все, мужик, я пошел. Он говорит, ну, хоть имя скажи, может, пойдем там по чарке выпьем, а то мне неудобно, ты мне помог и просто уходишь. Тот говорит, ты моей семье тоже помог когда-то. Этот не понял, о чем речь, какой семье, чего, и пошел мужик. Просто обыкновенный мужчина. Он пошел, и когда тот взглядом его провожал, чтобы вспомнить, ну, кто он, какой из односельчан, он увидел у него копыта. Ужасно перепугался, пришел домой, жене рассказал, сына поругал за то, что не пришел. Но на следующий день решили пойти посмотреть. И действительно, следы копыт остались. А все сено, то есть прям собрано, аккуратно собрано и вот так поставлено. Так что черти помнят и добро. Вот он явился к этому мужику помочь ему. Как видите, не навредил, ничего не сделал, да? Но в любом случае вы должны знать, что это духи, которые специализируются на обмане. То есть это очень ловкие обманщики. И всегда ваше подсознание, ваш вот этот внутренний голос обязательно вам подскажет. Если человек говорит, пойдем, я тебе там покажу что-то. Это не обязательно может быть маньяк, это может быть и похуже. То есть тот самый черт, которого там вы знаете, да. И еще раз повторю, что это анчутка. Ну, это и есть анчутка, но просто привыкли его называть чертом, вот и называем. Ну, будем считать, злой черт есть, а есть такие хитрые чертенята, чертики. Хорошо, чтобы отделить. Потому что я могу, конечно, называть анчуткой, и запутаетесь. Настолько это все осталось, знаете, настолько пригвоздили к нашему сознанию, что не так легко и просто от этого избавиться. Дальше. Если вы, особенно это касается мужчин, на веселе сели за руль и поехали. Так на веселе сел за руль и поехал один из наших родственников. Его сейчас нету, не буду его называть. И он посидел, молодой парень. Сел, поехал на веселе и видит, по дороге идет молодая девушка. Такая вся красивая, добротная, с длинными светлыми волосами. Но на Кавказе, знаете ли, светлая кожа, светлые волосы, они очень считаются так признаком благородства и красоты. И предложил ее подвезти. Она радостная согласилась, села. Они поехали. Поехали, но поскольку он был выпивший, он извинился, вышел в лес. И вдруг перед ним встает тот самый черт. Высокий, здоровый такой мужик с рогами, с копытами и говорит: слышь ты почему мою жену катаешь в своей машине? Он не понял. Он говорит: я тебе повторяю, ты что мою жену катаешь? Он говорит: а это что, твоя жена? Только и смог сказать. Говорит: да, посмотри, она моя жена. Он повернулся, посмотрел, а там жуткое такое существо сидит, ужасающее. Но он сделал вид, а что ему, как бежать? Пешком догонят, куда ему деться? Он ничего не сказал, он открыл дверь, сел. Она выглядит красивой, такой же. Просто как бы
Когда он сказал, тогда он увидел ее обличие. Снова заходит, блондинка сидит, красивая, вся такая светлая девушка. И говорит ей, мол, выйди, пожалуйста, посмотри заднее колесо, что-то непонятно. Я сейчас буду заводить, а ты посмотри, что-то он не крутится. Она вышла, и он дал по газам. И они, муж с женой, рогатеньких, начали гнаться за машиной. Он уже выжил все, что возможно из «Жигулей», то есть летит на полной скорости. Они за ним. И только она, значит, успела подбежать и ударила копытцем своим. Ударила очень сильно, по машине ударила. По капоту или что там. Нет, капот впереди, по-моему. Я уже не разбираюсь в этом всем. Он доехал домой, бледный весь, зашел домой, там все рассказал матери. Хорошо, что был не женат тогда еще. Рассказал матери. Та начала его там какой-то святой водой очищать, начитывать. Наутро он встал и думает, наверное, мне приснилось. Выпил, хрен его знает что. Пошел, посмотрел, действительно, вмятина осталась. Был удар. Дело в том, что все, что происходит, видите вы. Человек со стороны может это не видеть. Но если, конечно, они не хотят всем вам показаться, там, всей семье, всему коллективу, это другой вопрос. Но человеку со стороны это может вообще ничего не видеться. Понимаете, вот стоит он перед вами, вы кричите, вот он, вот меня бьет там, значит, чем-то. А на самом деле для людей со стороны это выглядит как ветка там сорвалась, оборвалась и упала на вас, и ударила, поцарапала. Но вы видите того самого черта, который своими когтями бьет по лицу. То есть они создают для одних одно видение, для других другое видение. Шел мужик посреди поля, любитель выпить. Всегда, чаще всего, вот 99% встреч с чертями, с этими анчутками, именно происходит с пьющими людьми, когда они выпили, или когда они просто спиваются уже. И почему так происходит? Во-первых, им урок. Во-вторых, если они включат мозг, то есть шанс вернуться назад. Или уже надо подвести итог к черту, что достаточно. Им позволяют это делать. Некоторые скажут, а как, они забирают душу? Да. В древние времена считалось, что человек, который несет зло миру, его душу позволяют забирать анчуткам. Они забирают его душу. Некоторое время он у них в рабстве находится, работает на них, после чего он получает какое-то там прощение и может уйти на покой, а может не уйти никогда, смотря насколько его вина велика. Поэтому, когда говорят, что забирают души, или приходят, или увидели черта выходящего из дома, потом человек умер, то есть узнали утром, что он умер и так далее, это реальность. Но не всегда после того, как черт пришел и человек умер, это значит, что он забрал душу. Нет. Человек мог уйти просто, умереть от увиденного. А куда его душа пойдет дальше, уже как бы сами силы решат. Представляете, как жутко, если представить, что люди, которые всю жизнь творят зло, люди, которые совершают военные преступления, страшные вещи, вот просто представьте на секунду, что они даже не понимают, что вот они уйдут, их тело не станет, они уйдут с этого мира. Покорно им придется следовать за этими темными духами. Они не смогут освободиться, их никто не отпустит. Понимаете? Вот вы представляете этот ужас, куда их поведут, их души? И с какими страшными существами они будут там находиться? И что с ними будут делать? И какие наказания последуют за такую порочную, аморальную, страшную жизнь, которую они ведут или вели? Не знают люди. Если бы они просто на секунду могли увидеть
завесу приоткрыть, они бы никогда не совершали то, чего делают. Итак, в нашем селе еще во время молодости моей бабушки был такой случай. У нас вообще аномальное место село, там столько всего происходило. Был такой случай. Один мужик на всех писал заявления. То есть эти доносы всякие. Заявления сказал. Доносы писал. 30-е годы, годы красного террора, страшные времена. Писал доносы. По его доносам семьи целые расстреливали. И вот на старости лет, можно сказать, уже в зрелом возрасте, он все-таки стал отцом. У него родился сын. Радовались люди, все. И тут ночью слышатся крики. Женщина, которая по соседству, у нее тоже маленький ребенок, тоже примерно в это время она родила. Но она, конечно, помоложе этой пары. Выходит с ребенком и, значит, бежит к соседям, стучится в двери ночь, там 2 часа ночи почти. Те выбегают на улицу, что случилось, другие слышат, выходят, просыпаются люди. И она в этом ужасе не может разговаривать, руками, значит, жестикулирует, машет, и вот, как немая. Они на нее воду льют, приводят в чувство. Ребенка пытается забрать у нее из рук, она вцепилась мертвой хваткой, не отдает. Ребенок визжит там ужасным криком. Одним словом, там целый час ее приводили в чувство, потом наконец-то уговорили отдать ребенка, успокоили ее тоже. И говорят, что случилось, рассказывай. Она говорит, что ребенок заплакал. Она встала, чтобы покормить, дать грудь ребенку. И подходит к кроватке и видит, что стоят 2 черта огромных. Смотрят друг на друга и на ребенка, и разговаривают, как будто ее нет, ее не замечают там. И говорит один другому, что, заберем? Тот говорит, нет, по-моему, мы не этого должны были забрать. Это не его сын. Да его сын, его. Да не его сын это. Не сын того стукача, понимаешь? Заберем, и потом будут нас ругать, сказал один черт. И тут до нее дошло, что ее ребенка хотят забрать, как бы пришли за душой того ребенка. Стукача, слово стукач, когда она услышала, она крикнула: нет, нет, это не сын стукача. Стукач живет через дорогу. Испугалась. И они повернулись, посмотрели на нее и исчезли. И она схватила ребенка и выбежала на улицу. Так вот, она выбежала с ребенком, начала стучаться к соседям. Соседи все вышли. И вот когда она пришла в себя, это рассказала. Все переглянулись. И через несколько минут, может быть, минут 15-20 после этого рассказа, жуткий крик слышится именно из этого дома, где этот стукач с женой жили. Ребенок у них ночью умер во сне. Вот. Еще одно подтверждение, что черти, те самые анчутки, просто так не появляются. Просто так от нечего делать не являются к людям. У них есть определенная миссия. Все взаимосвязано во Вселенной, все имеет смысл и разум. И они выполняют ту функцию, которую на них возложили. Да, они носители зла, но они несут зло тем, кому нужно нести. Если кто-то понял, осознал, одумался, то встреча с чертом для этого человека становится просто роковым. Многие бросают пить, многие абсолютно коренным образом меняют свою жизнь. И это возможно, когда люди говорят, как мне поменять, что мне делать. Просто берешь и меняешь. Просто начинаешь жить совсем другой жизнью, совершенно. Это возможно. Это очень трудно, очень непросто, но это возможно, если у тебя есть мужество. Далее.
Смотрите, еще одно нарушение закона мироздания. Казалось бы, ну, скорбящая женщина, да, жена, которая ждет своего мужа или сына с войны, ужасно тоскует. Конечно, кто-то скажет, легко говорить, не тоскуй, там, не плачь, это невозможно. Да, это невозможно. Но многие женщины начинают обвинять своих мужей. Ты меня бросил, ты меня предал, ты ушел. Как же мне без тебя жить, что же мне делать? И в конце концов они призывают на свою голову того самого черта, который придет, приняв облик мужа. Такое было во время войны и после войны, когда многие мужья не вернулись. И очень частые одинаковые рассказы о том, как к дому одинокой вдовы, значит, подлетает такой огненный шар, бьется об эту крышу и без какого-то звука, без какого-то там грохота, без ничего, просто проникает в дом. И через некоторое время люди начинают видеть ее веселую, радостную, счастливую. Это в начале. А потом она начинает болеть, она на глазах просто тает, она превращается в какую-то такую мумию, знаете, ходячего мертвеца. И в конце концов, в какой-то день они ее находят умершей. Дело в том, что в облике ушедшего, погибшего, умершего мужа может появиться тот самый черт, если часто причитать, если обвинять ушедшего, если просить его появиться. Его душу не пустят, потому что там есть определенные законы и каноны мироздания, которые нарушать никто не даст права ни его душе, ни вам. А вот вместо него кто-то придет, когда услышит постоянные стенания, обвинения, плач и прочее. И на этой основе очень много фильмов снято, когда приходит некто с лицом погибшего сына или отца, или мужа, да? Часто мы видим такие фильмы. Это из рассказов, ведь этих рассказов огромное количество, и не только в России люди видели их, а они приходят во всем мире, появляются. Те самые анчутки, которые у каждого народа по-своему называются. Так вот, женщина рассказывает, что во время войны, когда началась война, ее муж, значит, свекор, второй там сын их, деверь ее, племянник, одним словом, мужчины семьи ушли воевать, человек 5. И их ждали, к сожалению, никто из них живой не вернулся. Друг за другом начали получать эти черные письма, похоронки. И, поплакали, смирились, но мать семейства не могла с этим смириться. Все время говорила, проклинала свою судьбу, за что, как они нас могли покинуть и уйти. Хоть бы один из них остался как помощник и так далее. И вот предупреждали местные бабы, что вот эти причитания ни к чему хорошему не приведут. Но женщина не могла остановиться, горе было очень страшное и великое. И однажды вечером стучатся в ворота, идут открывать, а там на конях, значит, верхом на конях все их мужчины. Сыновья, муж, там, деверь и так далее. Все пришли, племянник. И они радостно высыпали на улицу. В то время большие семьи вместе жили, вы знаете, в одном дворе жили иногда, большим семейством. И они высыпают радостно на улице, приглашают своих мужиков домой, обнимаются.
И на скорую руку накрыли на стол. Сели, кушают, пьют, разговаривают, спрашивают, а как так? Мы же на вас похоронки получили, а вы вот пришли живые. И отец семейства говорит, мол, ну что не случается, мало ли. Знаешь, сколько похоронок пришло, а люди были живы, вернулись домой. Начали плясать, и одна из внучек, маленькая девочка, значит, посмотрела вниз под столом, может, чего там искала, или дети баловались, игрались, и увидела вместо ног у них копыта. И тайком отвела мать в сторону и рассказала. Она закрыла их в комнате, постепенно начала звать домочадцев одного за другим. Тайком, потихоньку, значит, зовет всех, а свекровь пляшет, радуется, обнимает одного, целует второго, счастливая вся. Они пытаются ее позвать, она не идет. И вот в какой-то момент, значит, гармонист остановился. Кто-то из них играл в гармонь, сейчас не уточняются детали. Может быть, один из них играл. И они повернулись и посмотрели внимательно на тех, кто уже ушел со стола и, значит, выглядывает из-под дверей. И вот тут они увидели их настоящие оскалы, рога, вот эти лохматые тела. Свекровь вскрикнула и убежала в другую сторону дома. Эти рынулись за теми, кто в комнате. Те закрылись в комнате, начали кричать, молитвы читать, все, что умели, одним словом. И вот такая суматоха, свист, крик, ужас такой в доме поднялся. До утра кричали, эти пытались ворваться в комнату, стучались, те читали молитвы, что-то там шептали, уже прорывались почти в комнату, и петухи запели. Все исчезло. С большим трудом, со страхом они постепенно вышли из комнаты, начали смотреть. Весь дом перевернутый, все вещи разбросаны, все разбито, окна разбиты, а свекровь так и не нашли. Куда она убежала? В лес пошла, где-то умерла, где-то, может, довели ее куда-то в озеро, она там утопилась, и так и не нашли тело. Одним словом, она пропала. Вот эта история, рассказанная людьми. И да, рассказ, который наполовине, по-моему, не дорассказала. Мужик идет, пьющий человек, поругался со своими. Жена сказала, допьешься до чертиков, будешь знать, как нас мучить, будь ты проклят, чтоб ты не вернул, чтоб черти тебя забрали и так далее. Вот эти слова черти, чтоб забрали. И он с ними поругался и пошел в поле. Водка закончилась и начал кричать, мол, черт бы их побрал всех. И водка закончилась. На кой черт я здесь делаю и так далее. Вот черт да черт. И вдруг видит издалека молодые парни стоят. Подходит к ним, говорит, а вы откуда тут? Они, да вот шли по дороге. Решили остановиться, выпить рюмочку и дальше пойдем. А что вы тут делаете ночью? Да вот в соседнее село идем к брату. Что-то у него там случилось. Позвал нас, а мы вот пока шли уже затемно. И начинает предлагать этому мужику выпить. Наливает ему стопку и дают в руки. И он говорит, мол, ребята, а что вы сами-то не пьете? Да ты выпей там, дядя, ты же старше нас, ты первый выпей, мы... И он начал подозревать что-то неладное, то есть у него так какой-то страх появился внутри. Они там ему выпей, а он нет. И в конце концов, когда уже достали его, он там, ну дай бог вам всего хорошего. Когда он это сказал, это все исчезло. И он увидел, что у него в руках камень. То есть он мог этот камень просто проглотить и умереть. Вот так происходят
такие смерти необъяснимые, когда люди не могут понять, почему он утопился, почему он камень проглотил, почему он что сделал. И еще один рассказ. Пригласили молодого парня, постучались в дверь, и он работал, значит, охранял кладбище, на кладбище, сторожем. Постучались в дверь, его сменщик, и позвал его за собой. Тот, мол, а вдруг придут, а ты закрой дверь, там, вагончик, закрой и пошли со мной. Уговорил его. Пошли там с девчонками посидим. Ну, молодые парни, глупые, пошли. Пошел он за ними, зашел на опушку леса. Какой-то дом стоит, которого здесь никогда не было. Ну, зашел он в этот дом. Открывает, значит, дверь хозяйка, очень красивая женщина. Очень красивые женщины накрыли на стол. Все красиво подается, но что он не пробует, как-то его ощущение, как будто тухлятиной воняет, неприятное ощущение. И есть не может ничего, но женщины очень сильно понравились, уйти не хочет. И тут он, внезапно его взгляд, значит, они его обнимают, они с ним разговаривают, целуют щечку, шутят уже на веселе. И друг говорит: я, говорю, сейчас закурю и зайду. Вышел покурить, и взгляд этого человека внезапно падает на зеркало. Старинное зеркало, которое висит на стене. А обстановка очень красивая, все очень необычно, какой-то, как 18-19 век, знаете, интерьер такой богатый, благородный. И падает его взгляд на зеркало. И он видит, что он сидит за каким-то старым столом, за этим столом валяются какие-то нечистоты, то есть на столе. Вокруг полу такое сгоревшее помещение, ну, как после пожара. И сидят напротив, то есть рядом с ним чудовища, страшные существа с этими же рожками, копытами. Причем мужчины, не женщины даже. И он выскочил, побежал, а друг, значит, след кричит: ты чё, с ума сошел? Пойдем посидим, ты чё бежишь? И он отмахнулся, побежал. Они за ним, и вот эти вот женщины, уже в обличии женщин бегут. Он на одном дыхании, значит, прибегает, открывает этот вагончик, залетает внутрь, закрывается, и они начинают стучаться, пытаются зайти. И начинают когтями прям, знаете, собаки меня отвлекают, сейчас я их поругаю. И вот когтями, значит, скребут туда, корябают, не могут зайти. Ему от этого всего стало плохо, он отключился. Утром просыпается, начинает думать: может, мне кошмар приснился, может, реально ничего такого не произошло. Еле-еле себя заставил, открыл дверь, вышел. Весь вагон покорябанный, прям вот разодранный когтями. Приходит начальство, не может понять, что произошло. Ну, решили, может, какое хулиганство произошло, а он, наверное, напился, уснул и ничего не услышал. И говорят, и еще, говорит, одна беда произошла. Твой сменщик сегодня ночью умер. Еще один случай. Расскажу случай, который произошел с моей бабушкой, когда она выдала свою дочь замуж за пьющего человека. Выдала, потому что очень трудно жили, тяжело жили. А там родители этого парня были хорошие люди. Но она подумала: ну, кто не пьет, там село все-таки, все мужики пьют, ничего страшного, зато она будет хорошо жить, у нее свой дом и так далее. И из-за мужа ее дочь очень сильно заболела. После этого она начала проклинать эти силы, мол, почему мне дали это видение, из-за этого я наказываюсь, мои дети страдают.
И пошла на этой почве стирать на речку. И оттуда выходит человек рогатый. Вот тот самый, опять же, Анчутка или черт. И говорит моей бабушке: это ты нас проклинаешь? Ну-ка иди сюда. Ну-ка иди сюда. Кто выдал свою дочь за пьяницу, еще и нас проклинает? Иди сюда. И вот так вот пальцем ее заманивает. Она настолько испугалась, у нее случился инсульт. И вот до конца жизни у нее лицо до конца не исправилось. Оно скривилось и отчасти как бы вернулось назад, но до конца не исправилось. И эта история, то есть это реальность, которая в нашей семье рассказана, да и вообще очень многие люди старшего поколения. Одно время я даже хотела книгу написать, может, когда-нибудь напишу, на основе рассказов всех моих бабушек, дедушек, наших соседских дедушек, бабушек, все, что вот было в нашем детстве. Потом дед мой дед не хотел принимать эту силу, а у него была эта сила. Поэтому он ушел, и буквально через несколько месяцев родилась я. Потому что эта сила, она ищет выход. Если человек не хочет его принимать, то его заберут и приведут того, кто это примет. И мой дед, зная, что, во-первых, на него эти силы не очень, то есть, что рассерженные отчасти, потому что у него были сны, видения, он знал, что он рано уйдет. И пошел он в лес. И есть такое место, у нас называется Чертов утес. Вот эти места, они не просто так названы, понимаете? Там что-то, нечто происходило. И он знал, что там останавливаться нельзя, но сигнорировал и сел на скале, на вершине там скалы, покурить. И увидел черта. Это было несколько секунд. Он просто вот увидел его, и все. И он этой своей волосатой лапой его толкнул со скалы. Со всей силой толкнул. И дед мой туда кувырком упал вниз. И единственное, что его спасло, это дерево, за которое он зацепился рубашкой. С большим трудом, с большой такой осторожностью, еле-еле вышел. Он, когда пришел домой, бабушке сказал, весь исцарапанный был жутко. Значит, разорванная там мочка уха, лицо все исцарапанное. Не сразу он рассказал, потом сказал, что видел его. Вот. Для людей, живущих в селениях, тем более для людей, у которых в поколении, да, в роду были видящие люди, для них это, не сенсация на самом деле. И не каждый день они его видели, они могли видеть раз в жизни, а может и никогда не видеть, а слышать у своих старших. Но в любом случае они относились к этому с пониманием и не удивлялись, не высмеивали, потому что они понимали, что это правда. И еще один рассказ. Я давно очень рассказывала этот рассказ. Он тоже был вычитан в книге. Может быть, кто-то и читал, и слышал этот рассказ. Это рассказы, по-моему, из Тульской губернии. Вот рассказы встречи с духами, с чертями и прочее. Гармонист. Приходит к гармонисту, который часто проводил свадьбы, стучаться в двери под вечер. Несколько парней и говорят, мол, дядь, пойдем нам сыграешь, у нас свадьба. И он, говорит, очень сильно удивился, потому что была буря, жуткий холод, холода были ужасные, вот, февральские или январские. Одним словом, прям вот зима была вся такая уже во всей своей красе. И люди старались вообще из дома не выходить, чтобы не замерзнуть, мало ли где-нибудь плохо станет или упадут. А тут как-то странно, прям в такой мороз, такие холода, свадьба. Свадьба обычно играют осенью, да, как правило.
Ну, могут иногда и весной сыграть, но в основном осенью. А они, мол, дядь, ну пойдем, пойдем, а то, понимаешь, летом нельзя, будет поздно, ничего уже не останется от нее. И он эти слова не понял, что значит ничего не останется от нее. Давай пойдем сейчас. Ни в какую. Жена отговаривает, не надо, зачем такой мороз, такую бурю, еще и внезапно, вечером. Ладно бы там предупредили за несколько дней. Нет, нет, пойдем, и предлагают огромную сумму денег. Отсчитали, прям дали, сунули в руки жене, чтобы она отпустила. Та радостная пошла, деньги спрятала и говорит, ну езжай, что теперь делать, раз такое дело. Забрали этого гармониста, посадили, значит, на эту, на повозку или на что-то там и отвезли. Поехали, и потом уже он рассказывает. Огромный, значит, зал, зашел посреди леса, дом стоит, изба такая большая, красивая, заходит, столы накрыты, люди сидят, радуются. Правда, некоторых он почему-то подумал, что он где-то уже видел. Ему показалось, что кто-то похож на каких-то, ну, кого-то из покойников, но он решил, что, наверное, родственники, может, сын, не обратил внимания. Но деталь одна попалась ему на глаза, то, что невеста была какая-то странная, и голова на бок почему-то, в сторону. Начала смотреть, то есть он начал смотреть, приглядываться к ней, и очень сильно походила она на поповскую дочку. Но он ничего не сказал, продолжает играть, веселить народ, все пляшут, танцуют, радуются. И в какой-то момент он заметил, что за его спиной кто-то его схватил. Его схватили, и он посмотрел вперед, и он увидел, что вместо людей сидят одни с этими копытами, рогами. И в этот момент все исчезло. И он отключился. Просыпается он в больнице. У него обморожение, несколько пальцев нет, полноги ему отрезали. И рассказывают люди, которые его там увидели. Они проезжали мимо, такая буря, ужас. Смотрят, кто-то сидит на кочке и играет на гармонии. Они сначала не поняли, показалось, что им померещилось, может быть. Подходят, смотрят, а это их гармонист. Они его, значит, начали теребить, там, Ваня, Ваня, а он не слышит ничего. Он такой весь замерзший, играет. И они его схватили, потащили в машину и сразу увезли, значит, в больницу. И там он пришел в себя. Пришел в себя и рассказал это все. И они ему говорят, так ты говоришь, что поповская дочка была? Она же вчера повесилась, вот поэтому ты и видел ее голову в сторону. А кто, говорит, ну, могли быть? Ну, кто в деревне, как говорили, черти, свадьба чертей. Ты попал на свадьбу чертей, тебя там привели играть. Я об этом рассказывала, у меня есть ролик, называется «Свадьба джиннов». Кстати, те, кто не знает, да, на основном канале, это я просто загружу и на второй канал, наверное, на основном канале все эти темы есть на дочерних каналах. Те лекции, которые я вначале перечислила, можете открыть, посмотреть для общей картины. Одним словом, друзья мои, эти духи, вот подведем итог, анчутки, которых начали называть чертями, а потом это название к ним прилипло, и они уже привыкли к этому. Это темная сторона природы, мироздания, то есть это злые духи. И если они что-то делают, они делают для того, чтобы наказать человека. Может быть, за жадность. Вот гармонист жадный, много денег заплатили, решил пойти туда. Жена, которая не дорожит мужем, ради денег готова была отпустить его хоть куда в такой мороз. Все равно, да? Кстати, потом они открыли, увидели, что там вместо денег камни.
Далее, они создают иллюзию, они создают реальность, которая видна только вам, но не другим. И очень многие странные смерти, как утопление там где-то, еще какие-то, да, и в конце еще расскажу один случай. Они все связаны с тем, что их заманивают. И они приходят к людям, которые меру потеряли, как правило, потеряли меру в жизни. То есть они думали, что им все сойдет с рук. В этом мироздании даже темные или злые духи, если приходят, и они выполняют определенную функцию. И эта функция восстановить справедливость. Потому что, как вы видите, все же, если они приходят к невинному человеку, то они предупреждают о чем-либо, но не вредят. Они сделают так, что вы сами себя убьете. И люди подумают, что вы покончили с собой, понимаете? А на самом деле это иллюзия. Пошли искупаемся. Одному мужику, который очень сильно любил пить, черт заманил на крышу и сказал: пойдем там, я тебе выпить принес. Он поднялся туда, а там выпивка стоит, все. И очнулся тогда, когда жена кричит, дети орут. Он проснулся и увидел, что он накинул петлю себе на шею и уже стоит, готовый повеситься. Другой мужик, который пил, не просыхая в то время, когда жена умирала от страшной болезни. В конце концов пришел к нему тот же самый черт и сказал: ну пойдем, выйдем. Он уже хотел выйти, пойти выпить, но очухался, испугался, не вышел. И тогда он сказал: ну ладно, я тебя оставлю в сарае, пойдешь там выпьешь. И ушел. Наутро он с горем пополам пошел в сарай, посмотрел и увидел, что там виселица. И после этого его как рукой сняло, он перестал пить. Раскаялся в том, что так себя вел. Понимаете? То есть они приходят, когда человек нарушает закон мироздания, нарушает это часто, нагло, думая, что он безнаказанный. Вот много можно таких примеров привести. Например, родители все время отмазывают сына, да, там переехал людей, вот чуть ли не покойников уже судят, что они сами виноваты, что переехали. Вот деньги дали, суд посчитал, что он не виноват. Еще что-то, еще где-то. И вот начинает этим родителям являться тот самый черт. Приходит, и у них ужас, страх, паника. Они не понимают, почему, за что им вот эта вот нечистая сила является. Она является им, чтобы сказать, что ваши поступки видим, и нас отправили, чтобы вас предупредить. Вы делаете нехорошее дело. И мы подведем вас к итогу, мы подведем вас к черте этой последней, если вы не остановитесь. Так что они даже своей злой сущностью и злой силой, да, служат доброму делу, нужному делу. По сути, если так подумать. Итак, если вы увидели черта, и вы понимаете, что за вами нет какой-либо такой серьезной вины, значит, человек, с которым вы связались, очень опасный. Черти предупреждают о чем-либо. После этого обязательно начинаются какие-то несчастья. Если вы не поняли, откуда эти несчастья идут, то вы их не исправите, и вам придется через эти несчастья пройти. Если вы ведете неправильный образ жизни, и он является, знайте, что он не просто так пришел. Он пришел либо вашу душу забрать в рабство, и либо вас предупредить. Ему, конечно, выгоднее вас забрать. Но если вы очухались, очнулись, поняли, что вы не на том пути, у вас есть шанс исправиться. И последнее расскажу. Мои знакомые купили дом. Они купили дом, и в этом доме начали являться черти. По сути, вроде нормальные люди, никому ничего плохого не сделали. Убежали из Чечни, с большим трудом спаслись, собрали деньги, жили в общежитии, работали день и ночь и купили сельский дом. И вот из-под печки постоянно выходит и является. Детям является, мужу, у всех страх, ужас. Он начал являться, свекор умер от онкологии. Не могут понять, что они такого сделали, из-за чего он приходит. То осветили, батюшку позвали, еще чего-то там сделали и так далее.
А он все равно является. Потом оказалось, что эти черные риэлторы обманным путем, в общем, заставили мужика, нормального мужика, подписать документы. Он действительно хотел продать дом, но они так сделали, мол, как будто бы уже деньги ему отдали, что вот сейчас принесем, подпиши сначала. Он подписал по наивности. И оказался просто на улице. Человек хотел продать дом, купить где-нибудь поменьше и помочь своей дочери вылечиться от той самой онкологии. Они его обманули. У этого мужика инфаркт или инсульт, сейчас не помню. В общем, он умер. Вот когда узнал, что его обманули. И они перепродали этот дом этой семье. И в этом доме нет счастья. Они являются, они приходят. И один раз, когда уже не было сил, она, значит, заплакала, прямо зарыдала. Вот опять пришел, он явился, перед ним встал, сказал: убирайтесь отсюда, нет вам здесь места. И она зарыдала, стала на колени и говорит: ну ты пойми, я же не виновата, я же не знала, что этот дом так. Куда мне с детьми идти? Я и так от войны еле спаслась. Он послушал, посмотрел и сказал: ну ладно, баба, живи. И исчез. И все, и больше не было никаких явлений. То есть они приходили наказывать всех, кто сюда пришел. И когда поняли, что эти люди действительно не причастны к этому всему, они ушли. С такими силами, конечно, лучше дружить. Если вы такое встретитесь, вот такое явление страшное, призовите богов. Хотел сказать, обращайтесь к богам, но призовите богов. Без разницы, обращайтесь, призовите, попросите их помощи, они исчезнут. И сделайте выводы, почему, к чему он явился. Иногда черти могут являться в таких местах, где было убийство, где много людей убивали, или места нехорошие, или болотистые и так далее. Иногда они своим явлением останавливают человека и спасают. Иногда они ему говорят, что если тебя просто заманили пойти к девкам, выпить, погулять, и ты сразу же готов побежать, подумай много раз, а вдруг там для тебя капкан, понимаете? Думай, прежде чем соглашаться на все. Если тебе наливают на улице, говорят: выпей, сразу не соглашайся, потому что мало ли кто это может быть. То есть хочу вам сказать, что они идут за беспечными людьми. За людьми, которые, относятся к своей жизни глупо, не ценят. Даже если посчитать, что, например, тот дом купили, эти люди были не виноваты, все равно не проверили они, увидели, что дешевый дом, побежали, купили, радостные. А видишь, с какой историей этот дом оказался. Одним словом, я очень надеюсь, что эта информация вам будет полезна, и я обязательно дам вам заговор от нечистой силы, потому что это именно нечистая сила. Сила, которая злая, которая приходит не с чистыми намерениями к вам, но тоже служит мирозданию. Я хотела дать такой заговор, потом думаю, но я должна очень подробно объяснить людям, привести примеры, только после этого им дать эту защиту, чтобы они поняли, зачем им эта защита нужна, к чему она и что вообще случалось с другими людьми. И я уверена, что у вас своих рассказов будет не меньше. Если будет, пожалуйста, можете отправить, и в мистических историях я об этом тоже расскажу. Вы знаете, что надо отправить Яне в будние дни до 10 вечера. Всем удачи, всех благ. Не чертыхайтесь, иначе можете его позвать. Ну и знайте, что если вы призываете какую-либо силу для защиты, они исчезают, и вы видите реальность, что с вами происходит. Если внутренний голос говорит: не иди, не ходите. Даже если вас зовет приятель, знакомый. Как мы видим, иногда приятели, знакомые умерли. Об этом мы узнаем на утро, через день, через два. Пока еще мы об этом не знаем, они могут явиться в своем обличии и позвать. Если вы одинокая женщина, и часто к вам такое приходит нечто, вам нужно обязательно прийти к знающему человеку, который вам посоветует, что надо делать. Потому что рано или поздно сначала он милый, обходительный, потом он начнет душить. Он начинает забирать вашу силу.
И в какой-то момент вас просто найдут умершей. С широко открытыми глазами от ужаса и вот с остановкой сердца. Или что вы повесились. И люди подумают, что вы просто свели счеты с жизнью, не понимая о том, что вас заманили просто, и вы даже не поняли, как накинули петлю на шею себе. Думая, что вы надеваете какое-то ожерелье. Знаете, вам дарят какое-то красивое ожерелье, вы надели, а это была веревка, петля, которая закончит вашу жизнь в этом мире. Задумайтесь, зачем они приходят, кому они приходят, что они хотят сказать, и как надо менять свою жизнь на 180 градусов после такого. Всем удачи!